ком сегодня поговорим? Ну, поговорим о героях Кавказа, вообще о Кавказе, о Чечне. Ну, не только о Чечне обязательно, очень. Каждый народ Кавказа отличается своей глубокой самобытностью. Большую информацию, я всегда это говорил, подчеркиваю еще раз, содержит язык, содержит его мифологию, потому что там сидит очень большое рациональное зерно, и что очень крайне интересно и важно для всех кавказцев нас, то, что видно из нашей кавказской мифологии, кавказской, я подчеркиваю, начиная от Абхаза, кончая Дагестана, что у нас была единая общая культура. А в древности, 7-8 тысяч лет тому назад, условно, я говорю, условно, может больше, был единый язык. Единый язык, и антропологически мы очень похожи, все очень сходны, и каждый из нас, в ком нет, как говорится, чужой примеси, так, извиняюсь перед всеми глубоко, то всегда можно сойти, как говорится, за представителей той или иной национальности. Не всегда, но в основном. Еще раз говорю, что наиболее яркими, ярчайшими представителями белой кавказской расы являются народы Восточного Кавказа и народы Западного Кавказа. Выделяются. В Европе мы сойдем за самого яркого, так сказать, представителя белой европейской расы. Ну, белая европейская раса, вы знаете, она называется кавказской. В Америке даже пишут в паспорте. Это известная вещь. Это даже если возьмешь, скажем, вот ты видела у нас здесь вот, типажи абхазские, что кавказский, абхазский типаж, условно говорю, одень их в европейскую форму, они все в нашей одежде традиционной, то они сойдут за любого представителя, притом высшего сословия, так скажем, высшего сословия княжеского, любого населения Европы. Но это все идет не вчера, не сегодня, глубокие генетические корни, очень глубокие, крайне. Вот я здесь просто чуть-чуть хочу отойти в сторону. Это давно было, сравнительно давно, для нас еще 80-е годы. Меня очень заинтересовала войнахская героика, их история, традиции, культура. Я даже выписал в те годы, специальную выписку принес. Песня «Нахчо, родоначальники чеченцев». Это записано в 70-х годах, в 1878 году опубликовано. И эта песня удивительно поднимает дух. Удивительно. И вот только по этой песне, ну не только по этой песне, вот по этой песне можно судить о духе народа. Вот я просто ее процитирую. «Грустно удаляться от молодости, грустно приближаться к старости. Храбрые потомки Нохчо, я спою вам родную песню. Как от удара шашки о кремень сыплются искры, так мы рассыпались от Турпала Нохчо. Мы родились ночью, когда щенилась волчица, нам дали имя утром, когда барс ревел своим ревом, будил окрестности. Вот мы кто, потомки Турпала Нохчо. Когда перестанет дождь, делается ясным на небе, когда сердце свободно бьется в груди, глаза не льют слез, веримся Богу, без Него нет победы, не посрамим славы нашего Турпала Нохчо». Вот эта вот идеология кавказская, войнахская идеология, она сидит в каждом настоящем представителе своего народа. И
Я не знаю, учебники современно не смотрел, но мое такое мнение, что вот с нее нужно начинать изучать историю вайнахов. Потому что такие вещи, они действительно пробуждают дух. Я еще здесь поговорю об одной песне, которая меня восприняла как свою родную, но это чеченская песня. Что значит песня? Это песня о родоначальнике вайнахов Нохчо. Вот что Она старинная? Старинная песня, я говорю, в 1878 году опубликована. Это, почти 140 лет назад. Но она идет из глубины не веков, а тысячелетий, даже тысячелетий. И даже вот в таком подсрочном переводе она очень сильно передает дух народа. Но после этого, исходя из тогдашних наших возможностей, познакомился с лично знаком был с ребятами из Чечни, но и с литературой, конечно. О Кавказе, о Чечне, о всех народах старался иметь знания. И вот как они вели себя во время Кавказской войны, вот очень характерно вот для мужчин настоящих. В 1832 году была осада Герменчука. В общем, село было сожжено, осталось 3 дома. Там остались герои, им предложили сдаться на почетных условиях. И вот что они отвечали. Мы отказываемся сдаться злейшему врагу на любых условиях. Для нас самая высокая честь показать противнику, что мы умрем там, где жили, и что мы предпочли смерть капитуляции и отказались склонить голову перед чужеземным игом. Передайте ответ нашим женам, чтобы они знали, что мы погибнем, сражаясь. Все 72 человека пали смертью храбрых, ни один не сдался. Вот когда эти вещи читаешь, я вспоминаю то, что мне рассказывали, то, что я о нашем быте знал. Аналогичных очень много случаев по всему Кавказу. И то, что это у нас сохранилось. Самое главное, я считаю, мое глубокое мнение, никогда не склонять голову даже перед самим собой. За что нас все уважали? Он, говорили, кавказец, он чеченец, он абхаз, он осетин, он ингуш, он аварец. Еще раз повторяю, это говорил несколько раз ясно. Мы обязаны нести с достоинством свое имя перед всем миром, не только перед всем Кавказом, потому что я не разделяю народы Кавказа. Мы кавказцы, мы дети, сыны Кавказа, дочеря Кавказа. У нас одна единая культура, один антропологический типаж, одна кровь. Просто история сделала так, что вот мы разделились. Я же говорил до этого, что когда война шла в Дагестане, с далекой Абхазии, где Дагестан далекой Абхазии, через горы пробирались добровольцы, сражались, гибли там. То же самое сюда приходили на помощь во все времена. Яркий пример, вот война в Абхазии, за освобождение родной Абхазии от иноземного ига 1992-1993 года. Люди не знали, где Абхазия, пришли, сложили здесь голову во имя свободы абхазского народа. Очень характерно, кстати, до Шамиля, первым, кто поднял род во имя независимости, был шейх Мансур. Привезли в Петербург, Екатерина II так издалека сверху смотрит на него, говорит: «Боже мой, как он красив!» Этот человек овладел идеологией народа, он знал, что хочет народ, и поэтому народ его поддержал и поддерживал. По моему мнению, он сыграл гораздо, если не менее значимую роль, если более даже, чем Шамиль в то время. Ну, вы все знаете, наверное, не хочу повторяться. Уже когда чеченский народ понес очень тяжелые потери в Кавказской войне, родилось движение Кунта-Хаджи. Толстой, Лев Николаевич Толстой, великий писатель, был здесь на Кавказе. И вот с этим учением он был знаком. Через это учение с ним ознакомился Махатма Ганди.
И вот так учением Гунта Хаджи, Махатма Ганди в 1949 году, если не ошибаюсь, привел Индию к независимости. Знаменитый Ганди. Да, это оттуда все пошло, это я не с головы беру, я говорю то, что знаю. Я просто коротко говорю, исходя из нашего ролика. Мне очень нравится, я сам иногда перечитываю, вот песня «На смерть Хамзата». Это чеченская песня, тоже записана в позапрошлом уже веке. Как они, презирая смерть, погибли, но не сдались. Вот тут я характерно хочу просто некоторые вещи показать. Когда их окружил отряд, к нему пришел посредник и предлагает сдаться. На что Хамзат ответил: пришел сюда, чтобы отомстить. Если я сдамся, все люди Гиха будут смеяться надо мной и презирать меня, как усталый и голодный волк стремится в лес, как измученный конь спешит на свежее пастбище, так и мои товарищи стремятся схватиться с вами в смертельной схватке. Я не боюсь тебя, как Херман, это князь был. Я смеюсь над тобой и твоей силой, ведь нам помогает всемогущий Аллах. И он сказал: когда-то мы жаждали злата и наживы, но сегодня для нас нет ничего более драгоценного, чем черный порох. Сегодня золото не деньги, сегодня лишь острая сабля нашего злата. И они схватились в смертельной схватке. И когда уже наступило самое критическое положение, он сказал, это все песенный вариант, он сказал: какой густой дым, Хамзат, как темно, только наши ружья блестят в темноте. И смотрят на нас с небес и думают, чьими они станут. Высоко в небе он увидел птицу и крикнул им: «О, птицы небесные, передайте наше последнее приветствие Наибу Гиха. И еще передайте наш привет красавицам и скажите, что мы грудью встретили русские пули. Мы хотели найти свое последнее пристанище в Гихе, чтобы все люди скорбели по нас, но Аллах не даровал нам этой милости». И что интересно, когда вот очевидцы, когда эту песню исполняли, стали чеченцы, они, говорит, видели, как по их из слез их катились слезы, настолько они глубоко воспринимали, вот так звучит она на родном языке, что она человека заставляет сопереживать с той трагедией. Вот в этом сила искусства вообще, когда ты сопереживаешь с тем, что идет на сцене, скажем, или то, что вот песня, вот в этом сила искусства была, понимаете? Всегда надо заставить присутствующего сопереживать. Если бы в песнях были бы не факты, а иллюзии, ложь, вымысел, были бы ли эти песни? Исключается. Просто, вот сейчас я самый простой пример приведу. Все мы иногда смотрим телевидение, иногда, я честно говорю, ни одна душа, вот, в смысле, душа не воспринимает эти песни. Не только он, меня спрашивал сотни людей. Вот, а есть песни, которые один раз услышишь, неважно на каком языке, она так захватывает, что вот я помню песни, которые слышал 40-50 лет, 40 лет тому, 30 лет тому назад, потому что они были из души, из сердца шли. Они были искренние. Искренние были, это неважно на каком языке, еще раз подчеркиваю. Один очень интересный эпизод я хочу рассказать в заключении. В 1944 году, 23 февраля, все знаете, какая была трагедия у воинского народа, их эшелоны высылали. И вот это дважды этот случай я слышал. Афонские ребята, абхазы были перед войной в Чечне, вот им старики этот случай рассказывали. И один ингуш, там чеченцы рассказывали, здесь один ингуш прислал письмо в форум Айтгелера, чему он был свидетелем. Это в каких годах? 1944 год, когда их выселяли. Рассказывали. Конкретно факт, интересный факт, небольшой, но интересный факт. Их загнали, говорит, нас в эшелоны, говорит, под прикладами, в общем, и вдруг подскакала группа всадников, человек 15.
Они, говорит, перебили конвой, расстреляли конвой, прикладами разбили замки, открыли двери эшелона, говорит, выходите, братья. Кто вы? Мы абхазы. И он, автор, письмо, выписка у меня есть, мы, говорит, и весь наш народ, говорит, ингуши и чеченцы в войнах, и никогда не забудем этого. И они пришли к нам, когда у нас было... Ну, у нас были очень давние связи. Еще раз говорю, это просто многие люди, вот наши даже восточные братья, это не понимают. Я с большим уважением отношусь к грузинскому народу, но хочу подчеркнуть то, что не грузины приходили к абхазам на помощь, а абхазы всегда их спасали. Даже их представнина, когда критическое положение было, что вы хотите от абхаза, выступает, он говорит, вот его слова, они же дважды нам спасали наше знамя, то есть нашу честь спасали. Вот в этом отношении... Это кто сказал? Асатьян такой был, но это он конкретно, это была даже публикация. Дело не в этом. Долг каждого вообще нормального человека, понимаете, есть хорошая абхазская поговорка, чтобы человека человечным делать человечность. Все должно делаться безвозмездно, и тогда искусство будет, и будет взаимное уважение, взаимотерпение, как говорится, и взаимопонимание. Тогда вот будет, проблемы всегда есть, но проблем будет гораздо меньше. Часто их, к сожалению, создают искусственно. И поэтому мы должны думать сердцем и душой. Разум иногда мешает. Скажите два слова о наших братьях-адыгах что-нибудь. Ну, об адыгах я очень коротко скажу. Сейчас поймете, что я скажу. Там очень с адыгами мы более в тесных отношениях, это целая история, но очень сейчас поймете, что я скажу. Адыгов мы называем азох. Не черкес, а азох. Азох. Зихи, это по древним источникам. Но что интересно, шапсуги и тухайцы нас называли абхазов конкретно. Азхва. Один корень, понимаете, считался один народ. Вот ребенок подрастает у абхазцев, он такой живой, смышленый мальчик, скажем, девочка независимо. И старики так сидели и говорили, растет настоящий абсоидыге, абхаз-адык. Понимаете? Неразделимое было. Вот это, к сожалению, очень, я еще раз говорю, это нужно просто говорить. Это я слышал в детстве, не понимал, когда подрос, конечно, уже чуть-чуть более осознал. Нам нужно не спорить, кто древнее, мы все древние. Мы должны быть в первую очередь всегда едины. Последний вопрос. Что сделать кавказцам, чтобы не повторить самую трагическую судьбу народа убыхов? Научиться слушать друг друга. Взаимопонимание, еще раз говорю, нужно научиться. Вот много примеров, у них везде это есть. Любой вопрос, вот так собирались, скажем, условно говоря, в тени дерева, могли обсуждать месяц, не расходиться. Я потом расскажу, это уже отдельная тема, пока не приходили к единому мнению. Самые такие нерешаемые дела решали. Конкретно там один случай, не в Турции был, там убийства произошли, 2 месяца обсуждали это дело, только абхазцы. Это в 1948 году было. И сейчас подскажу. Присутствовали представители юриспруденции из Министерства Турции. И когда они разрешили вопрос бескровно, эти юристы из нами ахнули, говорят, ваши бы обычаи вести, говорит, юриспруденцию, ваши традиции. Но ведь Конституция Евросоюза была взята у кавказцев. Они как-то из себя видят. Да, частично. Частично была взята, да. Да. Они себя ведут, видишь, там уже, к сожалению, главенствует не разум человеческий, не душа, там банки командуют. Да, они захватили мир. Пока. Мы Кстати, очень интересная работа. В конце, когда ты сказал эту фразу, я хочу сказать, нашего чеченского друга Тау Заис вышла книга «Имя Родины» называется, на русском языке здесь Сухуми. Я ее просто не прочел, а проглотил, потому что это очень большое, чуть-чуть автобиографический роман, но это больше о Кавказе, о Чечне, о Кавказе. И вот там все эти проблемы, которые вот сейчас вы говорили,
Он там на это все отвечает. Все лопнет, если мы будем чисты перед Всевышним. Из Хатабузи. Ваши материалы, я-то знаю, почему я чаще к вам прихожу, потому что вы не, даже когда я вас спросила, были такие случаи, о чем что-либо подтвердить, вы сказали, если это не зафиксировано, я не могу, даже если это запятая, мы об этом не будем говорить, пока не найдем достоверные материалы. Скажите для зрителей, на чем основываетесь вы, когда рассказываете нам, то есть подтверждено ли это какими-либо фактами, путешественниками, возможно, каким-то событием? Я вам скажу, я уже говорил, наша первостепенная задача, это вот в Кабарде, особенно в Адыгее, в Чечне сейчас начали тоже более-менее, в Дагестане, в Осетии, надо издавать материалы, общекавказские материалы. Они издают, понимаете? Но источников очень много, нет никаких сомнений. Как знаете, вот золото ищут, да? Оно же вот так идет, зернышками. Порода должна быть, находить уже золотые россыпи, раз. Второе, вся информация о нас содержится в нашем языке и в нашей традиционной культуре. Это категорично, я очень категорично отвечаю, уже могу говорить, потому что небольшой опыт зарегистрирую года. Мы все не можем знать. Ну вот есть традиционная культура, допустим, которая приобретена, а люди об этом не знают. Например, бить невесту на свадьбе, или они ее деформируют. То есть, это знаете, в чем дело? Это этнографические моменты бывают, мы отойдем в сторону. Но есть традиционная культура, еще раз говорю, главное это, почему нас всех воспитывали, всех, я говорю, людей беру, человечество, чтобы стать человеком, понимаете? Вот, например, я бы не смог говорить с теми людьми, которые там считают себя элитой, потому что они не люди, он только видит выгоду, а я вижу в человеке, человека хочу видеть, понимаете? Даже в противнике. Есть хорошая абхазская поговорка, она мне нравится, «Акраздыру де гюндас де гвахандас», знающий да будет тебе другом или врагом. Ты от него чему-то научишься все равно. Знание – это самое важное? Знание одно из самых важных, а невежество одно из самых страшных черт человечества. Сатана за тобой будут. Да. Как что за разные выписки об Абхазии и Кавказе. Да, мне говорили, что самые еще совсем с юности вы делали прям газеты, Нет, газеты, выписки, это само собой, но вот это вот... Вот здесь на каком языке? Это на немецком. Это на немецком. Подожди. Да, сайт, да. А вы, то есть у немцев брали какие-то материалы, которые я сохранились? на всех языках брал. На всех брали. Находил людей, которые помогали в переводе. На здесь в основном на турецком русском. есть? На турецком переводы есть. У меня это уже отдельная папка. Понятно. Вот то, что ты, вот эта книга, из истории кавказской диаспоры, это же там большинство материалов с турецкого языка. Да, жалко, что... может быть, мы как-нибудь сделаем сбор, и люди смогут приобрести эти книги. Там нет воды, самое главное, и все коротко. Воды нету, да? Да, ясно. Тут на самые разные темы.